Рада приветствовать вас на своем канале. Если у вас жировой гепатоз печени, стеатогепатит, стеатоз, неалкогольная жировая болезнь печени, вы наверняка уже неоднократно слышали, что необходимо сесть на диету. Но остается очень много вопросов. И один из них – это супы. Как же с ними быть? Ведь мы настолько привыкли, что супы есть в нашем рационе. Именно сегодня я хочу ответить на этот вопрос, потому что на каждой консультации всегда есть вопросы о супах. Какие супы являются вредными, хотя кажутся полезными? Почему овощной бульон может мешать восстановлению печени? Какие супы можно и нужно есть для того, чтобы улучшить свое состояние и пищеварение, и работу печени в частности. И также я поделюсь с вами 3 рецептами супов, которые идеально подходят для здоровья печени. Что же такое жировой гепатоз печени? Кратко, это когда жир накапливается в печени. Причина не всегда питание, но именно питание – это ключ к восстановлению печени. Печени обязательно нужно дать регулярный отток желчи, минимальную токсическую нагрузку и максимум питательных веществ для того, чтобы у нее был ресурс, откуда сделать, собственно, это восстановление. А вот супы часто очень недооцененный, но очень удобный и простой способ мягко и эффективно накормить свою печень и поддержать ее восстановление. Но здесь, конечно же, очень важно учитывать моменты, какой именно это суп. На первый взгляд суп очень легкий, полезный продукт, который будет только улучшать состояние здоровья. Но на деле, когда у нас есть жировой гепатоз печени, обычные домашние супы часто только усугубляют проблемы с жировым гепатозом печени. Самая распространенная ошибка – это зажарка на рафинированном масле. Это практически каждая консультация, где мы разбираем, на каком масле вы готовите. Многие начинают приготовление супа именно с пассеровки, начинают зажаривать именно морковь и лук. И, как правило, это все происходит именно на подсолнечном масле, либо на смеси масел. Но, к сожалению, такие масла при нагреве образуют токсические соединения, потому что они окисляются и образуются трансжиры, которые, в свою очередь, напрямую влияют на ваш липидный профиль. То есть это ваши триглицериды, это ваш холестерин, это липопротеины и низкой, и высокой плотности, что безумно важно в поддержке здоровья в целом. Токсические вещества будут усиливать воспаление в печени. А мы с вами говорили выше о том, что это обязательное условие, да, снятия нагрузки с печени любой, для того, чтобы она имела ресурс восстанавливаться. Также эти масла будут напрямую провоцировать перерождение жировых клеток. То есть таким образом мы никак не убираем жировой гепатоз. Вторая распространенная ошибка – это крепкие мясные бульоны. То есть когда вы варите основу для супа очень долго, когда это на основе говядины, на основе баранины. В таких бульонах очень высокое содержание экстраактивных веществ, жиров, пуринов. И именно печени необходимо будет с этим всем разбираться. То есть именно она должна разобраться с продуктами распада этих бульонов. Также они могут провоцировать застой и воспаление, если у вас уже есть какие-то нарушения жирового обмена. Но, соответственно, что видно на практике, что именно жировой гепатоз является следствием нарушения этого жирового обмена, то есть он есть практически всегда. Вместо таких крепких мясных бульонов лучше использовать овощной отвар, либо, к примеру, вторичный бульон. То есть вы сначала варите мясо, потом этот бульон вы сливаете и тогда уже мясо варите заново. Такой вариант будет намного лучше, при том, что если у вас повышенная мочевая кислота, к примеру, этот шаг уже снизит вам ее значительно. Третье, что я практически всегда вижу, это чрезмерно разваренный крахмалистый овощ. То есть там картошка, к примеру, морковь и так далее. То есть здесь нужно понимать, что при длительной такой варке эти овощи теряют свое высокое содержание клетчатки, которая нам безумно важна. Также практически не остается полезных веществ, то есть они при такой длительной готовке теряются. Также, когда мы длительно варим овощи, то они становятся быстрыми углеводами, которые также напрямую влияют на инсулинорезистентность. А инсулинорезистентность, в свою очередь, является активатором того же жирового гепатоза очень-очень часто. Также следующий, четвертый момент, который я отмечаю, это такая комбинация из углеводных углеводов. Это картошка с мясом и с макаронами. Вот такой вот суп. Но именно такой суп дает чрезмерную и углеводную, и жировую нагрузку. То есть, да, про углеводы я сейчас выше сказала, что это инсулинорезистентный жировой гепатоз практически всегда рядом. И здесь то же самое происходит.
Соответственно, для печени это очередной стресс, и ей снова приходится накапливать. То есть речи о том, что нужно что-то отдать, здесь, соответственно, нет. Что еще я зачастую вижу? То есть в добавке к какому-то похожему супу очень часто идет кусок хлеба, какой-то соус, очень часто это майонез. И вы представляете, да, что здесь никаким сбалансированным обедом, ужином, собственно, и не пахнет, потому что здесь получается углеводно-жировая бомба. Но печень здесь точно не в восторге. То есть здесь учитывается не только суп, но и то, с чем вы этот суп едите. Очень часто кажется, вот такой легкий обед, суп, но потом, когда все это совместно посмотреть, то получается, что не такой уж он и легкий-то получился. Лучше использовать какой-то один источник углеводов. Пусть это будет какая-то крупа, чечевица, к примеру, либо гречка. То есть не нужно добавлять туда еще дополнительно макароны, либо мясо. Если вы используете чечевицу, то это отличный источник белка. Если это все собрать в единый список и обозначить, что важно в супе, если у вас есть жировой гепатоз печени. Во-первых, не перевариваем овощи, то есть они должны быть либо сварены на пару, потом вы их добавляете, либо они сварены аль денте. Второе – это бульон, на котором вы, собственно, готовите. То есть это либо чистый бульон, вода, либо это овощной бульон, либо это вторичный бульон, про который я сказала. Крепкие бульоны здесь не нужны. Следующий пункт – то, что у вас нет зажарки, тем более на рафинированных маслах. Жиры обязательно нужны, но здесь важно именно качество этих жиров. В конце того, как вы приготовили суп, уже в готовую свою чашку вы можете добавить ложку оливкового масла, либо льняного масла. Это будет источником хороших жиров, которые сделают ваш суп сбалансированным. Добавляйте к супам не кусок хлеба с различными соусами, а используйте большое разнообразие зелени, специй. Улучшайте тем самым свое желчевыделение, свое пищеварение, настроение. Итак, давайте теперь перейдем к 3 супам, которые можно и нужно есть для улучшения здоровья, пищеварения и для избавления от жирового гепатоза. Во-первых, это тыквенный суп с имбирем и зеленью. Тыква чрезмерно важный и полезный овощ на пути к восстановлению печени, а еще и в сочетании с имбирем и зеленью. Очень легкий суп и в приготовлении в том числе, но насыщенный бета-каротином, различными полезными пищевыми волокнами. Тыква очень мягко действует на печень, улучшает пищеварение, абсолютно никак его не перегружая. Если добавить немного тертого имбиря и зелени, то получится противовоспалительный суп, согревающий, то есть особенно в холодное время года. Этот суп без зажарки с каплей нерафинированного масла уже в готовое блюдо. Второй суп чечевичный, конечно же со специями, в данном случае с овощами и куркумой. Это тоже очень легкий суп и в приготовлении, и для нашего пищеварения. Также чечевица даст высокое содержание белка, которое крайне важно и для чувства насыщения, то есть вы не захотите есть через час-полтора, и для восстановления печени и пищеварения, потому что оно не будет его перегружать. Ну а куркума и кориандр в составе этого супа нужны для стимуляции желчевыделения, то есть здесь тоже идет работа именно с желчью, которая, соответственно, помогает печени восстанавливаться. Ну и, соответственно, тоже противовоспалительное, очень полезные свойства у этого супа. Третьим пунктом я, конечно же, обозначила борщ, потому что он так всеми любим. Но здесь важно то, как он приготовлен. Из пунктов, которые мы с вами уже перечислили выше, уже можно понять, что это без такой агрессивной зажарки, это не крепкий мясной бульон. То есть здесь масло добавляется в конце уже в готовое блюдо. Также вы можете добавлять сюда зелень, кто любит с чесноком. Можно немного хорошего сала, если ваш липидный профиль это позволяет. Можно даже сюда добавить хороший ржаной либо черный хлеб. И это все будет вам только на пользу. Главное просто некоторые нюансы в приготовлении учесть. Эти 3 супа, конечно же, не все, что можно есть при жировом гепатозе печени. На самом деле их намного больше. Мы проговорили с вами основные правила, которые стоит учитывать для того, чтобы ее восстановить. Но, конечно же, есть и завтраки, и обеды, и ужины в различных вариациях. И более масштабно я это приготовила в своем авторском меню. Назвала его «Обновление за 14 дней», потому что именно через 14 дней уже появляются такие весомые, хорошие изменения, не говоря уже про потерю веса. Я больше ориентируюсь на здоровье изнутри, поэтому это стул, это состояние кожи, это ваше настроение, это ваше пищеварение. В общем, через 2 недели вы видите хорошие, крепкие изменения. Поэтому, кому интересно в целом получить меню,
не какой-то сложный, из обычных продуктов, из обычного магазина, то ссылка будет в описании под этим видео. Ну а рецепты супов, которые я сейчас проговорила, более детальные, они есть в моем телеграм-канале. Можете переходить, их просто забирать, сохранять, пересылать всем своим родным и знакомым, чтобы они тоже использовали пользу максимальную из овощей, из мяса и специй, трав и так далее. То, что вы смотрите это видео, то, что вы интересуетесь тем, что можно есть, что нельзя есть, какие супы можно есть, это уже классные первые шаги к восстановлению. То есть я хочу, чтобы вы поняли, что главное, что нужно сделать, не полностью перекроить свой режим, свой образ жизни, все свои привычки. Нет, это лишний стресс. Важно убрать лишнюю нагрузку, токсическую нагрузку, дать своей печени ресурс, для того, чтобы она восстанавливалась. И даже из обычных блюд, из обычных продуктов немного подкорректировать и сделать это уже в пользу себе. Но если вам нужна поддержка по результатам анализов, у вас повышенный ЛТСТ, у вас есть УЗИ брюшной полости, когда вам необходим точечный пошаговый план на пути к восстановлению, разобрать конкретно ваш режим питания, то, конечно, я буду рада видеть вас на своей консультации. Ссылка и на консультацию, на телеграм-канал с рецептами и на меню. Все будет в описании под этим видео, поэтому переходите, применяйте, пишите ваши комментарии о том, какие супы вы любите. А я благодарю вас за просмотр этого видео. До встречи в следующих и, конечно же, будьте здоровы!